а? Здесь съемка запрещена. Привет, дружище. Ну что ж, третий выпуск нашего реалити-шоу Hard House. И сразу, схода, я хочу всех и каждого поблагодарить, ребята, за предыдущий выпуск, потому что 11, мать его, тысяч комментариев. Мы даже, по-моему, на время в тренды попали Ютуба. Спасибо вам всем огромное, потому что это прям вот заряжает энергией и хочется что-то дальше делать. Значится так, 11 тысяч комментариев, в которых вы нам написали кучу разных челленджей. Выкопать дом, построить туалет, приготовить что-то, разбить кемпинг, там еще там невероятное количество всего. Но, как и обещали, ребят, мы сейчас сразу же подведем итог того, какой челлендж мы возьмем и кто из гостей. Был такое. Значит так, вот чудо монтажа. Опа! Вот ты, друг, ты, именно ты, который угадал нашего гостя, получает наш фирменный мерч. А вот, сейчас здесь барабанная дробь. Фух! А вот он получит 5000 рублей, и я, мать твою, принимаю твой челлендж. Мы сегодня разобьем лагерь, мы взяли палатки, столы, мы приготовим своими руками мясо, мы сделаем все, потому что именно сегодня нас ждет прекрасный гость, которого вы все знаете, это 100%. Ну а кто не знает, познакомиться с его творчеством. Кто это будет, ты меня спросишь, увидим дальше. Поехали. Ну что ж, друзья мои, мы находимся на нашем участке. Ильич! Ты гостя позвал? В смысле, я, позвал. Владлена, там администратор нет. Я думала, Леша позвонит. На что, гостя нет? Молодой человек, какая встреча! Это же Леша Хардплей, который снимает свое новое шоу! Олег Радиотап! Олег! Кто это? Радиотапчик! Это он! Просто знай, наша жизнь не вечна, и я буду не здесь по встречной, пока жить я буду мчать на край. Ребята, это Hard House 3 и наш случайный гость Олег. Олег, ты хоть раз вообще разбивал лагерь? Кемпинг, вот это палатки, шмалатки, вот это вот все умеешь, нет? Могу. Сколько Могу, умею, практикую. Пятак час нормально? Да, работаем. Все, работаем нормально. Многие догадались, для чего я все это делаю. Мы просто потом участок продадим и сделаем другой проект. Короче, сегодня мы разбиваем лагерь. Мы обязательно все это дело приготовим, мясо с собой взяли. И все, как вы и говорили, это все будет делаться саморучно. А если у нас будет затык, нам в этом поможет специальный человек по выживанию Иван. Здорово, ребятишки. Ну что ж, друзья мои, и вот все, что у нас есть. Такой небольшой кемпинг, который он прямо сейчас развернется. Палатка довольно большая, по-моему, она на 4 или на 6 человек. Стол, стулья, шашлык своими руками, как бы, да, вы понимаете, вот. И здесь еще один небольшой сюрприз, который тоже вы увидите в этом ролике. И погнали. Садись. Никогда палатки не Я никогда палатку не ставил трезвый раньше. Это мне подсказывает, что это каркас. Кар-кар. А чё она такая странная? Она... Установка палатки разложитесь, Покажи. это земле удостоверитесь, что все болты застегнуты. Я не понял. Ну, очень интересно. Есть красненькая и желтенькая. В принципе, так и будешь спать. Мы ночевать и останемся. Ты, наверное, ждешь, что у тебя сейчас тут будут пытать, какие-то интервью брать. На самом деле, я тебя спрошу несколько вопросов, но, честно, я сам, когда твой зритель, то есть как человек, который слушает твою музыку, следит за твоим творчеством. Она не моя. Неважно, в какой вообще семье ты вырос? Богатый, бедный, кто вообще родители, если не секрет, конечно? Очень богатый. У меня вот так. Да? То есть все круто? Да. Но у меня мама на заводе всю жизнь проработала. От звонка до звонка. Я из очень маленького поселка. Это поселок Парфин на городской области. Там население примерно 1008 было, когда я жил. Это детство, да, твое? То есть? Да. Ну как, я жили не богато, но как и все. Мы все так выросли, мне кажется. Ну да. У нас был богатый чувак, который, типа, вот машина в семье была у кого там, Жигули. Типа, знаешь, это обеспеченная семья.
А еще у нас были там, типа, там пятиэтажки, и у них была горячая вода, я им всегда завидовал. Элита. Я им завидовал всегда. Я понял. Слушай, а что из детства помнишь самые вот вообще такие, знаешь, какие-нибудь воспоминания? Может, где-нибудь что-нибудь начудил? Я помню, рюкзак нагадил. Я просто хочу реально узнать предысторию этого. Зачем? В школе дал. Кому-то? Стол, училки наклал, помню. С этого и началась твоя карьера. А для чего это? Вау. Это конструктор? Я не понимаю. Блин, это сложно. Я не знаю, что с этим делать, правда. Что делать? Это каркас, он вставляется туда внутрь. За счет него, за счет этого расправления их штук он будет держаться. Слушай, ну раз вставляется, то лучше это ты делай. Я умею вставлять, да. Томагавк что-то особо неудобно рубить. Выживаем в полевых условиях. Зрители переживали, что я ничего не делаю. Это не так. Что делаешь? Вчера же не делал. Не доделал. Я просто слабенькая, я даже не могу, знаете, бутылку открыть, вообще без шуток. Вот мне дайте бутылку, я не смогу ее открыть. Я обычно беру и прошу прохожих. Вот просто иду, такая, извините, пожалуйста, не могли бы вы мне открыть бутылку? 2 августа. Ребята, откройте мне бутылку. Ставить, да, туда надо. В соответствии с маркировкой. Мне нужен желтый, тебе нужен красный. Цвета не путаешь, нормально? Да, я же не дальтоник. Окей. Ну просто дальтоник чаще всего мужчина. Это сейчас сексизм был с твоей стороны? Нет, это Все научный понятно. факт. Ясно? Сексистка. Люди, кто связан с музыкой, они ходили в музыкальные школы, кто-то самоучка. У тебя как вообще это было? У нас была музыкальная школа в поселке. У нас даже вот этот директор музыкальной школы, я помню, он гонял, такая передача была «Эх, Семеновна». И они, а там на Первом канале, короче, там... Это типа игра и гармонии и прочие вот этой вот. Да. И они гоняли, типа, парфинская команда была. И такие гордые все были, короче, от этого. Вот. И я, короче, бухал на подмостках этой школы. Там такие, лавочка была хорошая, мы там бухали. Какое-то лето было. Не, ну видишь, каждое нормально. лето какая-то новая локация для бухича была. Ну то есть, в принципе, ты как бы закончил музыкальную школу на конце. Вот ты был близок. Я конченый. По музыкальной школе. Почему? Да потому что ты конченый. Да. Ну а так, типа, как, ну, к музыке я приобщился через костер, гитара, портвейн. Противный. Но дешевый. Слушай, ну я сую. Суй дальше. И что дальше? Дальше суй. Надо до конца просунуть. Она застряла. Проталкивай. Порвался этот. Ой. Ты сделал? Нет. Она. Я даже в руки не брала. А кто это сделал? Я полезна. Что, вывалилось что ли? Я не попал. И я не попал. Ну, шутаны не моя тема, да. А, хедшот. Сейчас мы улетим. Стратосферу, блин. Смотреть наше шоу. Здесь классно. Ну что с тобой, мать? Я ж гель. И что ты гелий? Ну ты сказал натянуть. Ну я сказал, воткни, ты зачем колышек дал? Я стараюсь. Самый эпичный, мать его, случай на концерте. То, что вот прям, но хорошо закончилось. Я думаю, это был Мурманск. Это, ну как эпично, там ничего прикольного, потому что сломалось абсолютно все. Свет, звук, напился персонал, мой персонал, местный персонал, клуб. Там взяли клуб, он был рассчитан человек на 600, пришло 750 на концерт, ну не могли подумать. Сломалось все, и у меня голос еще сел. Короче, прикинь, там люди вот так вот стояли, как селедка, ничего не работало, свет вот просто моргал, чуваки включили фонарики, стояли, которые спереди, включили на телефонах фонарики и светили на меня, чтобы меня как-то было видно. И, ну, был полный трэш, потому что там... Ну, концерт прошел, и дождь пошел. Значит, смотрите, сейчас будет монтаж. Хочешь покажу, как у нас-то на ютубе у пацанов происходит? Смотри.
Понятно. Закрывай. Снимаем видео, говорите. Что прикинь? Ой. Ильича, громоотвод есть? Прям где? Да, вот есть. Ой. Громоотвод. Что прикинь, как? Ой. Палатку. Прикинь, сколько тушенки в одном месте. Ой. Ты к рассмотру соберешь. А нас прям в ней похоронят всех вместе, даже разделять не будут. Черный юмор от Ильича. Я не хочу. Какой юмор? Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Это челлендж, кто последний выйдет из палатки. А можешь какой-нибудь инсайдик дашь? Что за вообще за мелодия, что за съемки? Что вообще делаешь сейчас? Сейчас? Да. Короче. Короче, да. Это Сейчас весь одна Кавказ лайк сразу. группа из Германии. Песня про... Одна малоизвестная группа. Да, её одна назовем так. малоизвестная группа из Германии. Песня про одного родителя. И он там прям попоется там родитель. Родитель. И сзади потлатые Да, такие эти и стоят. никто не понимает, о чем речь. Вот, и сейчас такие... Они вроде бы простые съемки, но хочется круто сделать, и поэтому приходится ждать, потому что сейчас идут дожди. Вот мы приехали, типа, снимать на днях. Всю ночь торчали и ждали, пока дождь перестанет. Жиза. А там у тебя все уже арендовано, все, лодка стоит, и все стоят съемочные чуваки там. Все. Затронула ли тебя популярность в плане, ну как сказать, обще таком принятом, на улице, магазин, супермаркет? Узнают вообще люди? Слушай, редко. Ну сегодня вот я заходил за кофе, там меня чувак узнал, сфоткался. Редко, на самом деле. Я тебе больше скажу, почему-то, когда у меня было там 300 тысяч подписчиков, ко мне больше подходили. Обидно. Вот, мне не обидно, это круто. Это очень интересный такой статус у блогеров. Вот их знают свои чуваки, да? Нежели тебя Своя знает тусовка, вся да. страна, да? Тебя половина ненавидит, половина там что-то хочет с тобой сфоткаться, отвлекают постоянно. Это очень крутой статус. Типа вот свои, да, они там где-то едешь или в машине там стоишь, тебе кто-нибудь там... Слушай, жиза, это на самом деле круто, когда Какая? просто, да, какая-то секунда, или просто человек подошел, сказал спасибо, там, просто от души за настроение, вот, бывает тоже у меня там подходит. Самый крутой концерт, город и год. Вообще, ну, крутые концерты в Москве, конечно же, да, но есть такой город Барнаул, там самые дикие концерты проходят. Я не Почему? знаю. Я не знаю, почему. Там люди лютые. Просто Барнаул, и вообще, это я всегда... Я помню, еще их чуть перебил как-то, помню, город Тольятти, немножко перебил. Чуть-чуть. Да, но потом мы еще раз приехали в Барнаул, и они там все, они просто там снесли, да. Это вообще, это, я не знаю, как писать, это крутая энергетика, там какие-то крутые чуваки. Сибирь, она вообще очень крутая в плане поддержки. Сибирь, Дальний Восток, там круто, уровень есть хороший. Но есть овер. Вот это Сибирь уровень. и Дальний Восток. Там люди менее избалованные, они более открытые. Более к тебе. открытые, эмоциональные, вот и все. Да. И поэтому получается очень круто, да. Потому что вот эти вот все близлежащие города к Москве, да, куда могут группы добираться, куда на выходные катают концерты, там они достаточно изнасилованная публика, артистами, большое предложение, и они, ну, как бы насмотревшиеся. Хотя всегда есть исключения, и концерт концерту рознь, там это такое... Каждый концерт, он уникален, там какой-то химический состав, я не знаю, как это объяснить. Там, знаешь, Химия. от звука зависит, от дня. Хотя я всегда думал, типа, в понедельник мертвый день для концертов. Приезжаем в феврале в Украину, Днепр. Понедельник. Эти лютые. Это... Понедельник. Все билеты проданы, зал на 1000 человек. Понедельник. Я думаю, чего происходит вообще? Типа, Про Украину вообще могу отдельно сказать. Я не знаю почему. там очень крутые чуваки. Вот. Ребят, я вам обещал передать привет. Я передаю привет всей Украине. И другие ребята, да, не обижайтесь. Украина. Они лютые. Они, понимаешь, вот я за себя скажу. Вот они в комментариях постоянно. Леха, мы оттуда, Ну, мы что-то за бивет тебя. мене треба. Да, мы за тебя топим, блин, братан, давай. И вот ты знаешь, в директе везде просто, я не знаю почему. Вот прям лютые ребята, так что всем Да. мужики, спасибо. Спасибо от обоих. Вот, слушай, давай дадим ребятам небольшой челлендж. Опять же, это такая наглость, наверное, с моей стороны, но все-таки. Назови свое любимое число от 1 до 10. 9. Пацаны, короче, 90 тысяч лайков. Ты реально ты назвал вообще? Ты охерел? Да они не поставят, хорош ты чё. Ладно, давай, ладно. Давай, 85, ладно. 85. Типа,
меньше нет. 85 поставил. Короче, давайте, ладно, 80 тысяч лайков, хрен с ним. И напрошусь в гости коллегу в Святая Святых. Ты с Эллой Панфиловой работаешь? Как я ты просто- цифры? Я тебе говорю 9. Хорошо, 80. 84, 54. 5, 8, 5, 10. Короче, ладно, 80 тысяч лосей, да, они поставят, они лютые. Вот. И напрошусь к тебе в гости именно в студию. Я хотел бы просто, чтобы ты показал, где ты работаешь, как у тебя выглядит студия. Вот. Заезжай, конечно, что покажу Вот. тебе. У меня там смотреть нечего. Напросился. Пойдем, наверное, посмотрим, что у нас там у пацанов. Там Да. это Я задолбался работать просто. Ты знаешь, вот вообще у нас работа тяжелая. Очень. Потому что вот это вот все, вот пока вот эти люди, вот эти палатки стоят. 2 часа сидим, смотрим. Владлен, 2 часа. Как люди работают. Да. Ну, это же тяжкое зрелище. Поэтому, как говорится, да. Пойдем И всё. позырим. Пойдем, ну да. Вань, жара нет, Вань. Нету жара, Нету да? жара, Вань. Совсем? Есть, его просто Нету жара, Вань. Мне кажется, надо подкинуть. Кстати, кто-то хотел бассейн? Как бы прошу. Ребята, все для вас. Для муравьишек. Опа! О, все, один пожарим. Короче, пофиг на ураганы, мы справились с шашлыком, с углем, раскочегарили старый уголь новыми горящими деревяшками. Короче, уроки выживания проходят на ура. Или там монтируют эти, которым не доплатили. Да. Представляешь, что эту банку, блядь, сделают? Снимаем шашлындос. Наш съемочный день, ребята, подходит к концу, и у меня к гостю осталось 3 последних вопроса. Олег, ради чего ты живешь в жизни и какая твоя главная цель? Ну, это действительно такой глобальный вопрос. Коротко, просто вот что на душе. Ну, наверное, живу реально для себя и для близких. Но недавно я такой придумал для себя такую сверхцель. Это, знаешь, типа возродить рок в России. Вот серьезно, чтобы его начали слушать нормально. Потому что это достаточно все угасло так чуть-чуть. Вот, может быть, это и есть моя цель, чтобы продвинуть рок. Второй. Какая твоя главная мечта в жизни? А мечта у меня такие, знаешь, типа хлебные крошки. Была одна мечта, у меня была мечта, типа машину. Я ее себе осуществил. Очень крутая, кстати. Драгулу, те, кто в теме, знают, что это Да, кстати, такое. пересмотрите клип наш с Олежкой. Мы Было очень снимали, круто, я влюбился в эту тачку на съемках, и я говорю, я хочу ее. Я, короче, ее приобрел. Теперь я хочу самолет, блядь. А почему и нет? Ну, мечта же. Короче, отучиться на пилота и летать. Ну, Именно такая самому мечта. летать? Именно Да, самому летать, да. что ли? Типа отучиться на пилота и летать на Я чуть самолете. не ожидал даже. Слушай, самое главное, что бы ты хотел пожелать нашим зрителям? Я бы хотел пожелать, чуваки, вам здоровья. Потому что все остальное вы можете себе надыбать сами. А вот здоровье. Просто я старый уже стал, типа, у меня все толстые, как у родителей, начинают За нас, за вас и за Кургас. циклиться. Вот так вот всем. Ну и удачи, конечно, успехов всем, мамочки. Ребятки, мы вам тоже желаем всем удачи. Мы сегодня весь день ничего не кушали. А я вам еще от себя пожелаю приятного аппетита, потому что многие нас смотрят и, может, что-то кушают. Приятного аппетита вам, ребят, крепкого здоровья. Ну а в следующей серии мы вас побалуем новым гостем. И, конечно же, новым каким-нибудь челленджем в видеороликах с Hard Challenge. Всем удачи, добра, ребят. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Влад А4, готов? Давай. Всем давай. Пока.